Всем привет, друзья! Сразу записываю второй ролик. Кто не видел первый, можете посмотреть у меня на канале. Что это за ролик? Я написал буквально ночью, вчера ночью, нового бота, инструмента новые, которые помогают определять уровни поддержки сопротивления и от них получать различные сигналы. То есть от касания уровней, там разные инструменты, то есть два типа инструментов. Один показывает снятие ликвидности и потенциальное направление движения, другой просто показывает buy и sell на основе загруженных в бота данных. И, соответственно, принимаю решение. Я в предыдущем ролике, можете также на канале у меня его посмотреть, работал на OTC рынке, потому что на нем постоянно есть движение и волатильность. На реале мне не понравился импульс, и посчитал, что там новости, на самом деле, но там незначительные новости были, там был просто обычный импульс, обычное движение на разных активах. И в итоге сейчас хочу попытать данного бота на как раз-таки реальном биржевом рынке, на биржевых активах. И посмотрим, что из этого выйдет. Как всегда, не забываем лайк под видео, подписка на канал, и все ссылочки на инструмент находятся в описании под данным роликом. Есть у нас свип, есть прокол уровня, показывает. Давайте просто попробуем войти в сделку на понижение. Давайте сейчас так скопируем актив. Скопировал, вставляем в поиск от GPY, вниз на понижение. Нам говорит вниз, попробуем вниз. Плюс ранее был сигнал от уровня как раз таки на продажу, на покупку ничего нам не говорило. Здесь снова нам говорит на продажу, на 2000 рублей. Риск менеджмент занижаю, повторюсь, в предыдущем ролике говорил, много говорил, сейчас говорю, много говорю. На продажу. Аккуратненько занижая риск менеджмент, чтобы двигаться не спеша и спокойненько зарабатывать. Как всегда, друзья, повторяюсь, я всегда всем говорить буду. Мы не из тех команд, кто дает сигналы за сигналами, свои випки, супер випки и прочее ведет. То есть говорит вам, где входить, где не входить. Наша цель — это создание помощников инструментов, самостоятельная работа по данным помощникам и освещать наш инструмент, то есть рассказывать, как он работает, что можно делать. Наш инструмент на самом деле очень гибкий. Буквально ролик назад я показывал, как можно создавать свои инструменты, делал полный обзор сервиса. То есть можно просто без знания опыта программирования, самое главное, зная свою стратегию, самое главное, чтобы стратегия была основана не на объемах. У нас нет объемов. Это есть на TradingView, вы можете там более сложные стратегии писать и учиться написанию скриптов. У нас без объемов, но можно все, что вот позволяет свечи, цены, ценовой, то есть построение графиков. Все, что позволяет делать индикаторы, можно загружать в нашего бота, в наши инструменты и через конструктор бота создавать любые инструменты. Есть сложная документация, есть простая документация, находится она внизу. Просто переходите и читаете документацию, включаете, например, темную тему ночью и все, изучаете, что такое бот-билдер, да, создание бота, редактирование, как удалять ботов, работа с чат GPT, с нашим GPT, как правильно составлять ботов, различные промпты, все здесь есть. Название стратегии, тут туда-сюда. Просто заходите, изучайте, пожалуйста. Все доступно для каждого. Ссылочка. Тырин. Готово. В поиске вбили, нашли или в адресную строку и изучаем. Переходим обратно на спектру. Смотрим. Есть у нас свип. Здесь у нас говорит свип на повышение. Просто пробую. Я тестирую и смотрю, что из этого получится. Может ли быть минус? Запросто. Может быть, все-таки, но граально идти это очень тяжело. Я хоть и в поиске грааля, да, чтобы инструмент давал максимальную проходимость, лучшую проходимость, но это на самом деле сложно. Тот, кто когда-нибудь хоть раз писал ботов, инструменты, даже свою стратегию пробовал перевести в бота, но это немножко сложнее, чем просто самому смотреть глазами, потому что глазами мы видим те детали, которые элементарно не может увидеть ни один бот, ни один инструмент, потому что бот-инструмент, он по заданным строгим критериям работает, то есть он не совершает, не допускает ошибок. Вы можете посмотреть на график, допустить ошибку и получить плюс, просто допустив ошибку, получить плюс и, соответственно, получить другой результат, отличный от какого-то автоматического инструмента. Наша задача все-таки это создавать инструменты, которые помогают проводить анализ, не вдаваясь в какие-то сложные детали, подробности, не изучая сложный трейдинг, хотя изучать всем рекомендую, потому что это самая денежная ниша. Видим, плюсик заработал, видим предыдущие сделочки, то, что закрывались в предыдущем ролике, и сейчас продолжим на как раз-таки биржевых активах закрывать сделочки в плюс. Вы должны все-таки понимать, друзья, что я живу как раз-таки торговлей. Вот то, что на торговую вывожу, зарабатываю. То есть это реальные деньги на как раз-таки не демка, реал. И
как раз-таки этим живу. То есть превратил трейдинг в часть своей жизни. То есть если вы проследите, вообще вернетесь там на десяток роликов назад, на пару десятков роликов назад, вы увидите, что я до этого прыгал с темы на тему, что-то изучал, там какие-то YouTube ролики делал. Да, я много, кстати, разные каналы также заводил, делал YouTube ролики, ТикТоки заводил различные. И зарабатывал на этом, то есть прыгал с темы на тему. До тех пор, пока до меня не дошло, не доснило, что где самые большие деньги? Там, где сейчас я. То есть кто-то на крипте работает, я конкретно на бинарных опционах. Почему на бинарке? Просто потому, что здесь я прекрасно вижу, знаю, понимаю. Видим, был свип прокол уровня. Давайте попробуем на этом активе войти у нас. На QGPI. Я прекрасно понимаю, что самые большие деньги там, где крутятся самые, государство даже элементарно крутится, там, где двигается цена, где управляют деньгами крупные игроки. Там много денег. Если мы подстраиваемся под них, то есть находим подход, адаптируемся, то мы становимся частью всей этой, так скажем, сферы инфраструктуры, назовем это так, и мы начинаем зарабатывать денежки. Здесь что мы видим? Видим, был уровень, но у нас он, видим, как уровень отмечает. Это не просто уровень, он пытается у нас определить зоны ликвидности, то есть где у нас были скопления денег и откуда мы будем отталкиваться. Давайте на 4000 снова как раз свечи у нас только открылась. Откроюсь. Поскольку мы ушли чуть выше, я все-таки открылся на импульсе внизу. И сейчас открыл более выгодную точку, нашел, и от нее сразу сделал двойной догон. Так, у нас Chief GPI. Chief GPI давайте на весь экран сделаем. Здесь у нас показывал снятие ликвидности, то есть, и теперь можно пойти вниз. То есть, когда мы уже срезали, там, я не знаю, как условно, да, я называю это снятие ликвидности. Здесь просто у нас пробой уровня, прокол уровня и возврат сейчас к уровню. То есть, по уровням работа. Такая работа по уровням, особый бот. Ликвидности, повторюсь, нету, к сожалению, на бинарных опционах нету зон ликвидности, и эта информация, недоступна нам, поэтому мы строим немножечко по-другому ботов. Назвали боты как раз-таки Liquidity Buy Sell и Liquidity Sweep. В предыдущем ролике рассказывал, что это такое, то есть вот Buy есть, Sell сигналы, то есть это один инструмент, это второй инструмент, можно их оба совмещать и по обоим работать. Закрылись плюс, то есть первая сделочка минус, вторая плюс, то есть биржевые активы, вот видим уже 4 сделочки, 1 минус, 3 плюса, тоже отрабатывают хорошо. Почему двойные догоны это не страшно? То есть вообще мартингейл, да, бинарных опционов с догонами кто-то боится. Я не боюсь, друзья. Почему? Потому что именно благодаря догонам я зарабатываю деньги. Потому что они помогают быстро приумножать свой депозит и быстро перекрывать где-то минусы, убытки. Видим, здесь есть свип на понижение, прямо здесь же. Давайте прямо сейчас сразу вхожу не по открытию свечи, не по новой, а прямо на текущем тайминге. То есть, когда 20 с лишним секунд было, то есть не по новой свечке. Будет минус, будем делать двойной догон и смотреть уже, что из этого будет получаться. Предыдущая сделочка у нас была также на понижение. Сейчас снова вошел на понижение. Отличненько, смотрим. Все-таки нам направляет пока что верно. Если обратно резко не срежет, не вернется, то пока что хорошо двигаемся. Проверим, нет ли новостного фона. Давайте еще раз проверим. На 15:00. Так, свежие события. Смотрим, 15:30, ближайшие новости. Поэтому пока что ничего критического, важного нету. Обычное движение цены, хорошая волатильность, хорошее движение. Можно пробовать отрабатывать. Осталось дождаться окончания сделочки, окончания экспирации. Бам-бам. Плюсик, друзья. Плюсик просто на ваших глазах. Несколько плюсов подряд. Да, один минус. Двойные догоны перекрылись. Кстати, да, двойные догоны перекрылись, уже не туда смотрел. И снова плюсик. Плохо, что ли, как говорится? Да хорошо, когда инструмент работает. Я его прям повторюсь. Если захотите экспериментировать, пожалуйста, на демо-счете, но на биржевых активах. То есть на биржевые это без приписки OTC. Есть OTC активы, это внебиржевой рынок. А есть у нас как раз-таки биржевой рынок. Это без приписки OTC. Если экспериментируете, проверяйте это только, работайте, пожалуйста, на нем для того, чтобы понимать объективную отработку. Также повторюсь, есть на Pocket Option турниры. Если вы хотите более приближенно обучаться трейдингу, но не хотите реальные деньги использовать, чтобы не потерять случайно их, заходите в турниры, и в бесплатные турниры видим стоимость участия бесплатно. Присоединяйтесь, каждый день проходит бесплатному турниру, присоединяемся. Вам дают 100 турнирных рублей, назовем рублей, да, денег. И на эти 100 турнирных денег пробуйте работать. Это вас максимально приближает к реальным деньгам.
И вы уже получаете объективные, реальные результаты. Для того, чтобы вам, как будто бы имитировать работу на собственные деньги, условно, на те же там $100 или там 100 рублей. И пробуйте работать и зарабатывать. Давайте еще подберем сделочку, закроем что-нибудь, посмотрим, как это работает, переключим активы, посмотрим, что у нас есть. Вот у нас есть свип. Есть свип, как раз новая свеча начинается. Давайте на понижение здесь войдем. Что такое свип? Как в предыдущем ролике рассказывал, это условное обозначение у нас в боте снятия ликвидности. То есть у нас есть уровень, и нам бот говорит, что мы здесь сняли ликвидность. И дальше мы продолжим, допустим, движение в том-то направлении. То есть условное обозначение, то есть это условно так мне ГПТ написало, то есть такую стратегию. То есть я не сам выдумывал, я ей лишь задал параметры. То есть хочу от уровней пробитие делать и прочее, и брать от этого сделки, получать уведомления поверх графиков. Она мне написала такую стратегию. То есть, поскольку нету на бинарных опционах зон ликвидности, они есть условные, то есть их можно определить по скоплениям цен, где у нас происходили отскоки, отталкивания, и таким образом от уровней мы работаем. То есть, таким образом строится стратегия. Поэтому в каталог бота открываем, прописываем, допустим, liquidity, sweep. Даже можно просто написать, например, sweep. И мы видим два моих бота, которых я добавил. То есть liquidity получается, вот еще здесь не переименовалось название, buy-sell по факту, и liquidity sweep. И любой из них добавляете, пробуйте работать. Сделочка закрылась в плюс. Конечно, она закрылась, прям на грани. Всего лишь разница 1 пункт. Но можно здесь, по сути, еще даже отработать на понижение. Либо же дожидаемся какой-то новый сигнал. Вот, допустим, у нас здесь есть сигнал на Outchief, тоже sweep, на понижение. Конечно, опять открываюсь я не по началу, не по открытию свечи, а открываюсь уже посередине тайминга. Но пусть будет так, поскольку у нас сейчас происходит моргание этого свипа, сейчас мы производим пробитие конкретно данного уровня, то есть данного скопления цены, и от нее будем отрабатывать уже. Остается 10 секунд до окончания. По-любому, я думаю, словим сейчас плюсик, если, конечно, резко не стрельнем вверх, но я не думаю, что прям так быстро сейчас стрельнем. 1 секунда. Возврат, и откатили снова вниз. Сделали возврат, друзья. Я думал, на самом деле будет плюсик. Давайте что-нибудь другое подыщем. По-любому есть какая-то еще ситуация, где можно войти. Видим минус, конечно, вот этих свипов, они исчезают. То есть, как только мы перестаем касаться, у нас они исчезают. Но вот здесь вот у нас есть как раз-таки касание тоже уровня. Нам говорит, что потенциально мы можем пойти вверх. Как раз новая свеча открылась. Давайте я здесь откроюсь вверх и просто понаблюдаем, что из этого у нас получится. 3 секунды, здесь будет все-таки минус. Давайте двойной догон. Прямо 2 сделочки на повышение открою. Почему открываю на повышение? Поскольку у нас здесь, смотрим, ситуация какая была. Давайте вот так вот нарисуем. Здесь был у нас уровень. Следующий у нас максимум, точнее минимум, выше предыдущего минимума. То есть у нас было закрытие здесь. Следующий у нас уровень был здесь. И отсюда отскок сюда. То есть ожидаю, то есть вот так вот. Это такое движение, по идее, на повышение. Просто дожидаемся, посмотрим. Должно закрыть здесь плюсик, несмотря на текущее движение. И 2 сделочки сразу закрылись плюс. Пока я писал сообщение, пока разработчику своему писал сообщение, 2 сделочки закрылись плюс, и дальше график ушел ниже. Замечательно, это то, что нужно. Бинарная опционная мне тема нравится, что мы быстренько узнали результат нашей сделки, а не сидим здесь часами или сутками и ждем, пока цена куда-то пойдет. Мы закрылись в плюс. Замечательно. На этом, друзья, завершу ролик. Немножечко прям посидел на биржевых активах. Сегодня продолжу работать продолжать свои тесты, эксперименты и буду пытаться продолжить данные инструменты, данных ботов, данные алгоритмы доработать, чтобы они еще лучше работали. Вот сейчас видим сигнал на понижение. Также можно отработать на понижение. Сейчас отрабатывать не буду. Я думаю, вы немножечко увидели, посмотрели результаты в лайфтайм, как я с вами поторговал, поработал. Кому интересно, всегда ссылка находится в описании под видео. Всегда отвечаю нашим партнерам в чате, всегда рассказываю, показываю все наши инструменты, где-то что-то объясняю, где-то помогаю написать ботов. Поэтому, друзья, лайк под видео, подписочка на канал, зарабатывайте много денег. Всем всего хорошего, всего доброго, пока-пока.